Сегодня будни торговца кровью. 2015 год. Авторы сценария Ха Чон У, Юйхуа Хим Джухо. Режиссер Ха Чон У, в ролях Ха Чон У, Хадживон Нам Дарым. Бюджет я не нашла, сборы 6,6 миллионов долларов. Сюжет простенький, традиционный, в духе индийской и корейской мелодрамы. Время послевоенное, значит голод, разруха, безденежье, откровенная нищета. На стройке трудится наш главный герой Самган. Ему пора жениться, и как-то на стройке появляется красивая девушка Окран, продающая попкорн, и он решает на ней жениться. Но нужны деньги, чтобы охмурить красавицу. Что делать? Друзья посоветовали сдать кровь за деньги, что он и делает. Зовет ее на свидание, кормит хорошо, покупает духи, мясо. И в конце ужина спрашивает, когда она выйдет за него замуж, и озвучивает сумму в 2000 вон, которую он на нее потратил. Потом идет к ее отцу и тоже убеждает, что дочь надо выдать замуж за него. Дочь и отец предупреждают его, что у него другой парень. Но Самган говорит, что соперник проходимец, стольких девушек он одурачил и не женился. В общем, Окран выходит замуж за нашего героя. Проходит несколько лет, и перед нами кадры, семья с 3 мальчиками. Все бы ничего, но прошел слушок, что старший сын Ильрак похож на бывшего ухажера Окран. На тот момент тот состоит в браке, у него 2 дочки. Кстати, его жену играет жена Ли Сонгюна, актриса. Анализ крови подтвердил правдивость слухов, и для мальчика начались страшные дни. Отчим стал всячески гнобить пасынка, биологический отец не признавал. Дошло до того, что вечно голодные дети стали просить отца купить манду, корейские пельмени или паровые пирожки, и он повел на ужин 2 родных сыновей, а пасынка отослал к дедушке, дескать, там поешь сладкого картофеля. Мальчик не наелся, вечером побежал к биологическому отцу и стал кричать: «Отец! Отец!» Когда тот высунулся в окно, сын стал просить его купить манду, но тот послал его. Я всегда думала, думаю и, наверное, буду думать, что если ты не можешь накормить своих детей, я уже не говорю обо всем остальном, стоит ли их много рожать? Дети постоянно просили есть, а еды и денег не было. Сердце кровью обливалось, когда голодный мальчишка просил эти манду, а биологически воспитавшие отцы посылали его куда подальше. Но вскоре с биологическим отцом случилась беда. Будучи за рулем, он потерял сознание, впал в кому. Врачи помочь не смогли. Тогда жена обратилась к шаману. Тот поколдовал и сказал, что сын больного должен прочитать молитву с просьбой вернуться. Жена говорит, что у него 2 дочки, сына нет. Но разве шамана обманешь? Теперь жене пришлось идти к сыну и к его родителям, просить, чтобы сын прочитал молитву. За это они обещали оплатить его образование, ну и все такое. Сначала они все дружно отказывались, но Окран сказала мужу: «Тебе даже еды жаль для него, пусть идет к ним за лучшей жизнью». Наступает день Икс, шаман стучит в бубен, мальчика заставляют повторять молитву «Отец, вернись», причем не каба-аба, а с толком, с чувством. У него никак не получается искренне это прокричать, и он начинает плакать. Взрослые на него наседают, и тут за окном появляется отчим. И плачущий мальчик подбегает к окну и кричит, рыдая: «Отец, забери меня отсюда, мне страшно, я хочу домой». У меня слезы брызнули из глаз. Вбежал отчим и сказал, рыдая: «Вы же видите, ему страшно, надо прекратить все это, я забираю его домой». Но это еще не все. Вскоре пасынок упал в обморок, и врач диагностировал у него такую же болезнь, как у его биологического отца. Мать повезла его в больницу, отчиму надо было найти деньги, он сдает кровь, снова и снова падает в обморок, очухивается и снова сдает, занимает у друзей деньги и весь синий-коричневый едет в Сеул заплатить по счетам. В больнице ищет пасынка, зовя по имени. Тот слышит, выбегает на улицу. Там полудохлый отец сидит, и не то сидит, не то спит. Сын зовет его, отец подходит, сам плачет, сын плачет. Оба просят прощения друг у друга. На вопрос, что с мамой, сын отвечает, что мама отдала почку, чтобы вылечить сына. Вот что тут скажешь? Я не могу найти слов, чтобы описать масштаб беды, горя, катастрофы для конкретной семьи. И нет никого, кто бы мог им помочь, включая государство.
Мы все можем оказаться в такой беде. Кроме горького отчаяния я ничего не испытываю. Посмотрев этот фильм, я подумала, начиная с 27 декабря я только и делала, что жалела актера Ли Сунгюна, который ушел из жизни добровольно. А теперь я думаю, а может быть, ему жаль нас всех? Он-то успокоился, теперь у него нет проблем. А мир живых сотрясают все новые и хорошо забытые старые беды. Ой, как бы пафосно это ни звучало, на земле люди где-то голодают, а мы делаем вид, что не знаем. Южная Корея– страна с развитой экономикой и бла-бла-бла. Но я смотрю сериалы и вижу, что они постоянно едят эту лапшу. И не потому, что они ее ой как любят, а просто потому, что она дешевая. И копят кто на лечение, кто на образование, кто на свадьбу, кто на кремацию. Впрочем, как и все мы. Что-то совсем стало грустно. Давайте добавим позитива. Конец счастливый. Вся семья ест манду, включая маму с одной почкой. Все счастливы. На сегодня все. Всем пока.